Привет, друзья! С вами Алекс из Иордании, и сегодня я поднялся на холм, где расположена цитадель Амана. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Аман – спокойный город. Иорданцы очень доброжелательны и ненавязчивы, в отличие от тех же египтян. Очень многие знают английский язык, поэтому, имея путеводитель и некоторое количество динаров, все интересное можно осмотреть самостоятельно. Цитадель Амана – это исторический памятник, расположен на холме, в самом центре столицы Иордании. В цитадели найдены артефакты времен неолита, что делает Аман одним из старейших непрерывно населенных поселений планеты. Помимо этого, здесь сохранились следы пребывания нескольких цивилизаций – римской, византийской и омейядов. В этих местах с первой половины 20 века ведутся археологические раскопки с участием многих европейских ученых. Однако, большая часть цитадели до сих пор остается скрытой под землей и неисследованной. На протяжении многих сотен лет Джебель-аль-Калаа был укрепленным центром Амана. Именно здесь находилась столица государства аммонитов Рабат-Амон. Несложно догадаться о происхождении названия города Аман, столицы современной Иордании. Цитадель – очень древний комплекс, поэтому на ее территории перемешаны объекты библейского, античного, византийского и османского периодов. Аммонитяне воевали с израильтянами, совершали набеги, сами подвергались набегам, поэтому уже в те времена крепость стояла, хотя и имела, возможно, другой вид. В более поздние времена город завоевывали ассирийцы, персы, греки, которые переименовали его Филадельфию, римляне. Наверняка в такой бурной истории города цитадель играла не последнюю роль. Однако в упадок город пришел не из-за набегов, а из-за череды землетрясений и стихийных бедствий. Многие здания цитадели были разрушены, их заносило песком наступающей Аравийской пустыни. Аман оставался небольшим малозначительным поселением Османской империи до конца 19 века, когда через него прошла железная дорога Дамаск-Мекка. Поток паломников и торговцев оживил город, а в начале 20 века Аман стал столицей подмандатного Великобритании Эмирата Трансиордания. С того времени на территории цитадели практически непрерывно ведутся раскопки. Периметр цитадели составляет 1700 метров. Стены практически не сохранились. Все объекты в ней находятся очень близко друг от друга. Здесь, кроме храма Геркулеса, стоят ранневизантийская церковь VI века и относительно хорошо сохранившийся дворец халифов омейядской династии, относящийся к началу VIII века. Присутствие на одной площадке памятников разных эпох, языческой, христианской и мусульманской, свидетельствует, что ранние мусульмане были весьма веротерпимы и не допускали разрушений храмов других религий. Посещение цитадели не займет много времени, здесь нет грандиозных памятников, да и в качестве сувенира можно взять лишь камушек с развалинами. Гораздо ценнее приобщиться к духу этого места, пережившему века и тысячелетия, помнящему египетские колесницы, римских легионеров и арабских всадников. Здесь понимаешь, насколько длинная череда предков предшествует современным жителям Иордании. Местные жители приходят сюда, чтобы полюбоваться с высоты древних стен цитадели на красоты любимого города. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.